Глава 36. Анатомия страха. После понимания квантовой природы программ и механизмов пробуждения я неизбежно пришла к необходимости глубже исследовать самую мощную из всех программ – страх. Этот древнейший механизм выживания, эволюционировавший в сложнейшую систему контроля сознания, заслуживает отдельного рассмотрения. Страх – верный признак работы личности, искусственного персонажа, созданного умом. Именно этот персонаж испытывает панический ужас перед неизведанным, перед выходом за границы известного. Это естественно. Личность знает, что за ее пределами ее смерть. Каждый шаг в неизведанное сопровождается сопротивлением этого персонажа. Как часовой на посту, он пытается удержать нас в зоне комфорта, в пределах знакомого. Но истинное развитие возможно только через этот порог. На момент написания этих строк я уже совершила эти проходы. Страх растворился, когда пришло понимание: все мы – дух, чистое сознание, временно облаченное в набор программ. Исчезло рабское поклонение авторитетам, растворились догмы и ограничения. Результат этой трансформации проявился практически. Я смогла свободно выступать перед аудиторией в 5000 человек без предварительной подготовки. Материальные страхи потеряли власть. Однако позже открылись новые глубины, новые слои системы. И снова пришлось встретиться со страхом, теперь уже на более глубоких уровнях. Это показало, каждый новый этап развития – это новая встреча с неизведанным, новый вызов персонажу, новая возможность для трансформации. Страх не враг, а указатель. Он точно показывает, где заканчивается зона комфорта личности и начинается территория роста. Точка моего восприятия смещалась через страх. Этот мощный инструмент, способный расширить границы сознания. Мой знакомый, принимавший участие в военных действиях, рассказал о том, что он почувствовал на себе разные стадии страха. Финальная – это когда пространство буквально перестает существовать. Ты не видишь ни стен, ни неба. Земля уходит из-под ног, пропадает все, и ты оказываешься в белом пространстве. Пространстве пустоты, где глаза перестают видеть, а уши слышать. Ты не понимаешь, где ты находишься. Именно так и происходило со мной, когда Вадим, или тот, кто транслировался через него, как я позже узнала, смещал точку моего восприятия, пугая меня, вернее, я пугалась сама. Одна из моих субличностей понимала, что мне предстоит сбросить оковы ложного видения мира, разрушить свои иллюзии и себя как главную из этих иллюзий. Ты начинаешь видеть мир таким, какой он есть на самом деле. Театр абсурда, в который мы так упорно и искренне верим. Ты начинаешь понимать, что стол может быть не столом, а чем-то еще. Что-то, что ты считал злом, было на самом деле твоим учителем для твоего роста и развития. Что догмы, которыми ты окутан, работают для тебя только тогда, когда ты придаешь им значение и направляешь туда свое внимание. И вот, когда ты начинаешь видеть многообразие миров, иллюзорность всего происходящего, приступ страха обостряется и может достигать своего предела. Ты можешь быть не готов к тому, что ты увидишь. Ты утонул в своей иллюзии и умер, сам того не осознав. Но смерти никакой не будет, так как ты уже мертв. Ты не можешь радоваться, дышать полной грудью, заниматься сексом, любить, наслаждаться, поскольку ты просто не знаешь, что это такое. Ты не знаешь, что такое жить.
Ты один сплошной фейк, подделка с натянутой улыбкой, застрявшая в крошечной коробке собственной иллюзии. В момент страха ты можешь начать видеть мир, его многообразие. Но здесь ты можешь попасть в ловушку собственного восприятия. Имея нестабильную психику и будучи не готовым, увидев миры, поняв иллюзию всего, что с тобой происходит, ты можешь потеряться в этих мирах, уйти в образы, в свои или навязанные кем-то, потерять почву под ногами. В психиатрических больницах есть люди, которые живут в разных мирах одновременно. Они не могут сфокусировать себя на этом мире, собраться, центрироваться, заземлиться. Параллельно они уходят в страсти, в иллюзии, в образы, в бесов. Они мучаются. Происходит это потому, что духу не хватает сил и энергии самоосознать себя. Самоосознание – это процесс, это работа, это путь. Если человек не готов и все происходит слишком быстро, последствия могут быть плачевными. Увидеть иллюзию мира – это одно, а управлять этой иллюзией и самоосознавать себя в ней – это другое. Депривация сна, автономия, стрессовые ситуации – это все инструменты, помогающие увидеть иллюзию. Мы живем в системе и слепо ей верим. Мы верим в то, что нужно пойти в школу, получить образование, найти работу, заработать деньги, чтобы купить еду. Мы верим в то, что нужно кушать, спать. Мы верим в то, что мы не можем ходить по потолку. Мы верим в стены нашего дома, в наши руки, ноги, в чашку на столе, в стол. Мы плотно закреплены в этой иллюзии. Без нее нас нет. Система четко и уверенно огласила, что не спать можно не более 8 суток, а обходиться без воды не более 7 дней. Поэтому, принимая решение и идя против системы, человек, грубо говоря, идет на свой страх. Он идет туда, не зная куда, на смерть. Смерть своих демонов, страхов. Демоны начинают активизироваться, они себя проявляют. Причем это может быть проявление внутри, в виде тяжелых мыслей, состояний, тряска тела и другое, образов и снаружи, через людей. В те моменты нужно работать с телом и чувствами и с постановкой вопросов. А кому тяжело? А кто боится? А также идти на этот страх, накалять его до предела, не глушить эту боль наркотиками или антидепрессантами, деланием дел, едой, фильмами и прочим. Не отвлекать себя, а смотреть прямо туда, прямо в центр этого страха. Проводник может помочь накалить его до предела, когда остаются такие варианты, как умереть физически, а такие практики могут быть действительно опасными для тела, сойти с ума и уйти в иллюзии, свои или чужие. В этот момент важно не поддаться соблазну уйти в чужие иллюзии, а прийти к себе, соединиться со своим источником через сердце, любовь, пустоту, телесные ощущения. Это путь пробуждения к истинному себе, за пределами всех иллюзий. Ты остаешься, но уже более мощный, сильный, готовый вместить в себя и тьму, и свет, сохраняя интерес к жизни. Ключевые тезисы о природе страха. 1. Страх – это портал в новое, а не препятствие. 2. Страх указывает на границу между иллюзией и реальностью. 3. Боится всегда личность, персонаж, а не истинное «я». 4.
В момент пика страха приходит растворение иллюзий. 5. Преодоление страха – это смерть старых программ. 6. За пределами страха – пустота и тишина. 7. Страх активируется при выходе за пределы системных убеждений. 8. Истинное «Я» – это наблюдатель, а не участник страха. 9. Каждый новый уровень осознанности требует новой встречи со страхом. 10. В точке полного принятия страх трансформируется в свободу. Практические ключи. Наблюдать страх, не отождествляясь. Позволить страху достичь пика. Удерживать внимание в центре. Видеть иллюзорность страха. Оставаться в роли свидетеля. Преодолев страх и увидев его истинную природу, я обнаружила, что многие другие незыблемые законы реальности оказались такими же иллюзорными конструкциями. Одним из самых мощных открытий стало понимание того, что даже фундаментальные потребности тела, такие как сон, подчиняются не столько биологическим законам, сколько программам восприятия. И именно этот опыт стал следующим шагом в моем путешествии к истинной свободе.